В середине января дисциплинарный антидопинговый комитет вынес решение о положительной допинг-пробе Камилы Валиевой. Комитет пришел к выводу, что в этой истории нет вины и халатности фигуристки. Санкция, которую применили к Валиевой, это аннулирование результата чемпионата России. ДАК – это отдельный орган, его создали по инициативе РУСАДА, функционирует он автономно. ДАК является независимым в своей операционной деятельности органом, созданным для проведения слушаний и вынесения решений по возможному нарушению правил. РУСАДА не имеет права оказывать влияние на решения, принимаемые комитетом. Так как решение об оправдании принимала не РУСАДА, то оно имеет право его обжаловать. И сразу после вердикта ДАК в агентстве заявили, что тщательно рассмотрят мотивирующую часть и уже потом решат, подавать апелляцию или нет. 21 февраля Всемирный антидопинговый комитет сообщил, что протестует решение. На следующий день об этом же объявил Международный союз конькобежцев. То, что РУСАДА присоединилась, стало известно только из релиза CAS, хотя все три апелляции зарегистрированы в один день, 22 февраля 2023 года. При этом порядковый номер у апелляции РУСАДА самый ранний. Все требуют разного наказания. ВАДА выступает за 4-летнюю дисквалификацию. Международный союз конькобежцев за бан на срок по усмотрению СИЭС. У РУСАДА самая снисходительная формулировка. РУСАДА добивается от СИЭС отмены оспариваемого решения и признания спортсменки виновной в нарушении антидопинговых правил, а также наложения санкций с соответствующими последствиями, которые могут включать выговор или ограничиваться им. Генеральный директор агентства Вероника Логинова объяснила, изучив мотивы принятия решений, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Так и на стадии представления дела в ДАК РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть. Однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения. СИЭС также не говорит о сроках, но уже сейчас видно, что статус защищенного лица не особо защитил Камилу Валиеву. После того, как стало известно, что РУСАДА обжаловал этот вердикт в спортивном арбитражном суде, глава антидопингового агентства США высказал свое недовольство участием РУСАДА в деле Камилы Валиевой. Позволять организации, которые не соответствуют правилам, быть стороной такого процесса – это трудно понять, как и то, что им позволено принимать изначальное решение, которое сейчас обжалуется. Мы можем лишь надеяться, что РУСАДА не будет препятствовать проведению открытых, публичных и ускоренных слушаний или иным образом не повлияют на справедливый исход, основанный на правилах и на достоверных фактах дела, заявил глава американского агентства USADA Трэвис Тайгерт. На этом у меня все. Не забывайте поставить лайк, написать свой комментарий. Всем пока!